Вы рисуете схему чего? Схему всего вот этого вот. Если техническое задание будет не подробным, то в конечном итоге мы можем что-то сделать, что не до конца устраивает заказчика. Умное устройство с Bluetooth, ну, да как бы, они там плюс-минус все одинаковые. Но... Иногда целая микросхема появится на проводах. Нет идеальных людей, все там делают кучу ошибок, и это абсолютно нормально. Ну, терки, конечно, есть. Не, ну вы тут нам тут сварили вот это вот. Я не был готов к такому вопросу. Всем привет! С вами проект «Кто такой?». Сегодня мы говорим о профессии схемотехника. Именно эти ребята знают все о начинках умных девайсов. У нас в гостях будут Денис и Саша. Мы поговорим о сложностях и радостях профессии, узнаем, как создается принципиальная схема устройства, а также увидим вживую мультиметр и осциллограф. Внимание на экран! Привет, Саша! Привет! Наконец-то случилось, ты попал в студию Софтек ТВ. Давно тебя ждали, но плотный график, контракты, и вот ты наконец-то здесь. Да, звучит круто, да. Да, смотри, ты у нас официальная у вас должность Schematic Engineer, схемотехник. Есть еще вариант системотехник. Хорошее название. Можешь ли ты вообще в нескольких фразах рассказать, кто этот человек, что он вообще делает? И дальше я буду вопросы задавать. Окей. Мы говорим про системотехника или схемотехника? Ну вот, исходя из того, чем ты больше занимаешься... Смотри, моя работа разделяется на несколько этапов, да. Если нас включают в обработку RFX, то мы больше делаем системотехническую работу. То есть мы строим какие-то системы, да, и проверяем вообще, возможно это сделать или нет. А дальнейшая работа, она тоже такая подразумевает уже смесь системотехника со схемотехником. Это уже такое более глубокое внедрение вот в какую-то архитектуру. Вот. Ну и потом уже такая финишный этап. Это уже схемотехническая работа, это подбор компонентов конкретных, партнобюро. И, собственно, создание вот схемы электрической принципиальной, как это называется в ГОСТе. Но если говорить вот таким простым языком, условно, у нас есть какой-то умный девайс, схемотехник делает что? Делает схему вот этого плату. умного девайса. Не совсем плату. Вот да, что такое схема? Схема — это вот нарисованная на картинка на экране компьютера с соединенными линиями, квадратиками, всякими вот такими вещами. Вот это вот схема. Ну, то есть смотри, вот у нас есть умный ошейник, там есть камера, там есть какой-то датчик, не знаю, Bluetooth, там еще что-то там внутри есть, плюс есть плата, где... Вы рисуете схему чего? Схему всего вот этого вот. То есть всего? То есть вы рисуете, что подключается камера, что да, есть ну там? то есть если эта камера такая собрана на рассыпухе, скажем так, то это мы рисуем, как ее соединить, там, добавить каких-то конденсаторов, резисторов, там, сделать питание ее, вот, чтобы она заработала. Считаем вот это вот все вещи. Окей, а если это готовая камера? Если это готовая камера, у нее есть какой-то разъем. Да. Ну и написано, какая-то есть документация на эту камеру, написано, что ей надо подать, там, например, 5 вольт, там, 1 ампер. Вот она на таком интерфейсе работает, и нам нужно посмотреть, чтобы наше там устройство поддерживало этот интерфейс, соединить вот этот интерфейс с камерой, подать на нее питание и, собственно, чтобы она заработала. То есть вы рисуете схемы всей начинки, да. вот, условно, этого девайса? Да. Всех электрических каких-то компонентов? Да. Вот. Окей. То есть у нас такая, это виртуальная схема, назовем ее так, с такими всякими квадратиками, треугольниками. Там, хорошо, такими вещами. А потом уже PCB-дизайнер это воплощает в жизнь, в реальную. То есть он рисует уже реальную плату, как она будет выглядеть в реальности. А как весь девайс целиком собирается? То есть, хорошо, вы рисуете всю схему, у вас там есть плата, у вас есть еще какие-то штучки У нас есть плата, внутри? есть куча компонентов. Да. Вот. Потом мы на выходе получаем вот эту схему соединения, как вот эти куча компонентов соединяются между собой. Линиями мы прорисовываем. Вот сейчас будет, наверное, картинка со схемой, да? Да, выплывает картинка. Такая вот здесь, и здесь, и здесь. Да, да. Вот. И на выходе мы имеем так называемый BOM. Это список компонентов и их количество, которое нужно закупить для вот этой вот платы. Вот. Собственно, потом PCB-дизайнер трассирует плату.
есть такой глагол. Вот. Глагол есть, да. Потом мы со следующими ребятами разберем, что это значит. Собственно, эти компоненты напаиваются, которые закуплены, напаиваются на вот эту вот плату, которую растрассировал по нашей схеме, по вот схеме соединений PCB-дизайнер. Припаиваются эти компоненты, и, собственно, все, плата в идеале работает сразу, да. Расскажи, пожалуйста, про работу, условно, система, техника, схема, техника на всех этапах, да, и потом расскажи, кто такой подводник, на всех этапах работы проекта. Вот пришел в пресейл запрос, то есть мы берем на простейшем, условно, пример, умный ошейник. Вот пришел запрос, как вы подключаетесь к пресейлу и дальше до того, как проект выпущен в релиз? Ну, обычно наш юнит-лид, ресурс-менеджер, вот, говорит: Саша, вот тебе RFX, сиди, изучай. Отлично, мне нравится. Как-то это так происходит. Да. Вот, ну, скидывает ссылку, ты там сидишь, что-то читаешь, смотришь и думаешь, вообще это реально вот нашими силами это сделать или нереально. Если это реально сделать, то ну, накидываешь какие-то варианты решений, там, обсуждаешь вот, с юнит-лидом. Вот. Ну и дальше там что-то идут разговоры с заказчиком, вот это вот все долго и муторно. Если там все хорошо и там идеи совпадают, то в принципе там появляется какая-то там набросок архитектуры какой-то такой очень high-level. А как ты понимаешь, что вот ты можешь вот это сделать или нет? То есть... Ну как, ну вот смотри, был недавно запрос, где там кому-то нужно было сделать там прибор, который... ну, грубо говоря, источник питания, который очень точный. Ну, прям там, да, там, не знаю, 5 знаков после запятой, там, ну, очень точно. И, ну, как бы ты смотришь компоненты, которые есть вот в маркете, которые можно купить, там, смотришь, какие у них точности, и понимаешь, что, ну, мы там с такими вещами не сможем работать, потому что у нас нет там ни экспертизы, там, ни необходимого оборудования, там, еще чего-то. И мы не сможем ничего купить, чтобы вот сделать эту схему. Ну и понимаешь, что это как бы маловероятно, вот нашими силами, по крайней мере. То есть если есть какие-то специализированные компании, то они, наверное, сделают, ну а мы нет. Вот. А если это такой более-менее стандартный запрос, типа, как это называется, вот мне недавно бывший коллега написал, типа там, умное устройство с Bluetooth, ну, так как бы, они там плюс-минус все одинаковые, ну, поэтому просто тут вопрос цены, типа, там, если вот цена более-менее устраивает заказчика, ту, которую мы примерно выдаем, то, ну, все норм. Ну, то есть, ну, раз с Bluetooth, то... Ну, типа, они все там плюс-минус, да. Ну, смысл такой, да, передают какой-то сигнал, да, и что-то там измеряют. Ну, как бы, а что там уже измеряют? Ну, реши по ходу. Ну, не совсем, но это прорабатывается, но это не бывает такой супер проблемой обычно. Вот, то есть, ну... Хорошо, я поняла, что есть некоторые классические запросы. То есть вы на стадии пресейла задали дополнительные вопросы, уточнили ТЗ и такие говорим, ну окей, мы сможем сделать. Да, да. Условно, все хорошо, мы стартуем работу. Работа схемотехника, вот когда она начинается, какие стадии, как заканчивается и так далее. Да, когда вот это все прошло, все этапы там согласований, подписаний, там не знаю, что это, слава богу, меня это не касается. Ревью, там много всего, да. Вот, ну говорят, типа, все, там проект стартует, какой-то есть там кик-офф митинг, там рассказывают про этот проект подробнее, там какие-то документы есть даже. Вот. И тогда уже можно приступать к какой-то архитектуре, там, прорабатывать, что вот там будет там, я не знаю, столько-то там датчиков чего-то, будет вот такое вот питание вот от вот этого, там, нам нужно будет там вот то-то сделать. Вот это вот все такое рисуется квадратиками. Вот. Такая блок-диаграмма. Вот. И по мере работы эта блок-диаграмма корректируется, естественно, вот, задаются какие-то уточняющие вопросы у заказчиков. И следующая стадия — это уже подбор компонентов. Тоже выбираются компоненты, как это будет все связано, тоже на таком высоком уровне. А как вы следите вот пока на компонентах? Условно, наверное, каждый там, год, ну, чаще рынок вот этих микроустройств, да, конечно, он обновляется. Где вы следите за информацией новой? Там... Ну, интернет всякие, тем более, наверное, все
такие вот инженеры, там, PCB-дизайнеры, схемотехники, там, давно зарегистрированы на всех там производителях на сайтах. То есть они там присылают там кучу рекламы. Там это тоже, если что-то там на глаз попадается интересное, там, то тоже можно почитать. Вот. Ну, в любом случае, когда компоненты выбираются, там тоже видно, что что-то новое там появляется, это заметно. Вот. Можно читать доп. Литературу. Нет, ну да, вам же нужно быть в тренде, ну, то есть если уже есть какой-то маленький... Ну, обычно еще очень подталкивают, такое слово, подталкивают заказчики, там, не знаю, там придет какой-нибудь заказчик, говорит, вот я хочу, там, не знаю, чтобы было там Power Delivery у меня в USB. Ну, это там, я не скажу, что это супер новая вещь, ну, как бы она такая вот, наверное, сейчас вот такой максимум тренд, там, везде Type-C, там, ставить вот Power Delivery. В ноутбуках сейчас вот новые все заряжаются через Type-C. Вот. Вот, поэтому тоже все таки, ну, круто, вот, будем работать с этим. Смотришь уже что-то. Хорошо, окей. Прошли стадию подбора компонентов. Нанесли это все тоже на блок-диаграмму, да. На блок-диаграмму. Снова дальше. На ревью. На ревью кому? Проверит. А заказчику? Ну, если заказчику это интересно, тут как бы вопрос в интересе. То есть, если он включается во все процессы и хочет там прям все контролировать, то... Но он еще должен в этом разбираться. Ну, и чтобы контролировать. Да. Ну, наверное, да. Вот. Ну, вот он смотрит и, грубо говоря, если у него есть прям какие-то там вопросы или он думает, что можно сделать по-другому, то можно это обсуждать. Но это редко бывает на самом деле. Обычно такие прям глубоко мало кто залазит. Вот заказчиков там чаще интересует стоимость. Все, то есть компоненты мы выбрали, Да. потом Всё мы их нанесли. закидываем в лист запросов, чтобы PCB-дизайнер мог эти компоненты нам добавить в библиотеку, чтобы могли их использовать у себя в программе. То есть вы их просто схематично изобразили, а потом вам нужно Нет, как-то... мы вообще еще ничего не... Мы вот блоками, вот циферками, порт-набор только написали в блок-диаграмме и все. Потом мы их закидываем там вот в отдельную таблицу, и PCB-дизайнер берет оттуда название, там, даташит, и делает уже вот символ для нас, делает футпринт для себя и 3D-модель вот этих компонентов. То есть, подожди, у вас есть некий Добавляет в чертеж, библиотеку. у вас есть некий чертеж, Еще, а потом еще нет 3D. чертежа, Еще есть вот нет. блок-диаграмма. Блок-диаграмма, это какие-то стрелочки с Стрелочки, квадратиками, квадратиками, там которые вот, грубо говоря, в Visio есть вот программа, да, и есть там аналог Drive IO, ну как-то так, я уже не все. помню. Drawio, есть Да, такое. вот, да, что такое. Вот там вот мы вот просто квадратик, и просто текст там пишется, вот будет там, типа, там, не знаю, процессор, там, не знаю, и название этого процессора, вот такое. Если это все всех устраивает, я же говорю, вот эти названия мы закидываем, и нам создаются компоненты для библиотеки, чтобы мы могли дальше работать. А дальше вы что делаете? Дальше, ну, если нужно какое-то моделирование или там расчеты какие-то, мы считаем и моделируем работу какой-то части схемы или всей схемы. Ну, всей схемы это, наверное, редко нужно, но периодически нужно. Вот. И, собственно, потом мы берем вот эти компоненты, которые создал PCB-дизайнер из библиотеки в программе. Это рисуночек. Это вот такой квадратик, грубо говоря, с такими Да. с Ну, по такими факту это выводами. рисуночек такой. Да, это просто рисунок. Ну, для нас это рисуночек-символ. И вот у него есть такие пины. Да. И мы вот каждый пин соединяем с чем-то там. Вот. Мы вот линиями ведем, соединяем, там добавляем всякие там резисторы, конденсаторы, микросхемы. И вот это вот все соединяем. Получается вот как раз схема электрическая принципиальная. Все, это ваш продукт готовый? Это наш продукт, да. Вы его отдаете PCB-дизайнеру. PCB-дизайнеру. Дальше идет он. В плане именно процесса работы над проектом. Вот идет разработка, вы заработали схему, отдали дизайнеру. Но вы же не говорите «до свидания», я ухожу. Нет. Ну, на самом деле, там PCB-дизайнер включается раньше намного в работу. То есть, ну, он там присутствует на всех митингах, потому что он там должен быть в теме, он задает какие-то свои вопросы уточняющие, да, вот, чтобы тоже понимать, что к чему ему делать, как это делать. Вот. То есть, ну, работа такая, постоянно совместная работа с PCB-дизайнером. Хорошо, он пошел, уже непосредственно на плате расставляет компоненты, заказывает его производство, приезжает плата. Что делать? Дальше. Плата приезжает уже готовая с компонентами напаянными. Вот. Дальше что? Вот мы берем плату, и у нас есть там методики, мы тоже пишем методики проверки этих плат.
То есть вы по факту ее тестируете, Да, как тестировщики плат? Да. И работоспособность платы — это ваша ответственность, но не PCB-дизайнера? Ну, то есть это совместно, конечно? Совместно, но скорее наша, чем PCB. Потому что вы, условно, проектировщики этой платы, да, а он уже то есть исполнитель. PCB-дизайнер, может накосячить, конечно, и не будет работать тогда плата. Бывают такие моменты, но это, редко бывает. Вот, то есть больше вероятность, что не будет работать схемотехническая часть на этапе проверки. Почему? Почему там, не знаю, там какой-нибудь лишний конденсатор или там не хватает какого-нибудь конденсатора, там кто-то что-то там пропустил, там на ревью кто-то что-то не заметил, или там заказчик захотел еще что-нибудь поменять, там, или там что-то, там какая-нибудь микросхема абсолютно новая, которую мы никогда не использовали, там работает не совсем так, как нужно. Вот это все риски. Они бывают периодически. То есть ничего там грандиозно страшного нет в этом. Обычно есть там первая итерация платы. На ней все тестируется по максимуму. Если есть какие-то замечания, то они вносятся в таблицу, и в дальнейшем второй ревизии это все корректируется и уже выпускается такая масс-продакшн может выпускаться со второй ревизии, например, уже без ошибок. А что ты считаешь самым сложным в своей работе? Самым сложным это, наверное, добиться от заказчика или там PM четких вещей, которые необходимо сделать. Это самое сложное. Получить ТЗ четкое. С ТЗ очень сложно все, поэтому, назовем это так. Назовем это так. То есть... ТЗ обычно нет, то есть, оно такое, расплывчатое. То есть я хочу вот это, и ты такой, а вот это ты хочешь, такой, да, и ты такой сам задаешь кучу вопросов, составляешь какой-то ТЗ на основе этих ответов на эти вопросы. То есть это такой изнуряющий эта работа такая. По требованию, по вычислению требований. По факту, в большинстве случаев ТЗ прописываете вы сами себе, исходя из пожеланий заказчика. Чаще всего, да. А какие риски в твоей работе? Риски, наверное, громадные. Какие риски? То есть, если сравнивать с какими-то людьми, которые пишут софт, то софт в конечном итоге можно всегда там скорректировать, там, перегенерить там прошивку, там что-то поменять. Там. И это более-менее безболезненно происходит. Если нужно поменять что-то в схеме, то это это не быстро и не легко. То есть если там заказчик резко понял, что ему там не 5 вольт надо, а 12 куда-то там выдавать, то уже все уже. Да, все уже. А все уже. Да, я понимаю, что нужно все переделать. Да, нужно там тогда часть что-то переделывать. Это занимает больше намного времени, чем софтовые какие-то переделки, потому что это корректировка схемы, добавление компонент, там... все по кругу. Все, да, по кругу. А где вы чисто физически, как вы эти платы производите? Где вы их заказываете? Например, тестовый образец, я не про промышленный. Где это делается? Чаще всего в Китае, не всегда. Тут зависит от конкретного PM, на самом деле. Кто как привык. Кто-то заказывает в Китае, кто-то заказывает у нас. Какие-то то есть, условно, я говорю, 1-2 платы первых тестовых. Да. Прям тоже и в Китае можете заказывать? В Китае это будет быстрее и дешевле. Быстрее и дешевле? Да. Отлично. И качественнее, наверное. Да, видите, как очень интересно. А в плане работы над проектом, с кем ты ближе всего взаимодействуешь? По своей роли. То есть, окей, я так понимаю, что связка PCB-дизайнер? PM и PCB-дизайнер, да. PM. А ребята, которые делают, потом уже заливают ПО на эту плату, они тоже как-то с вами... Или они только связаны, когда вы уже готовое устройство передаете? Нет, на начальных этапах это такая совместная тоже работа, потому что на стадии разработки какой-то архитектуры это очень важно, потому что есть там вещи, которые там не попадают в проект из-за того, что софтовые есть какие-то проблемы. Там, не знаю, например, из последнего, что пришло в голову, там какой-нибудь Wi-Fi модуль не имеет какие-нибудь там поддержки какого-то ядра Linux, какого-то определенного. Поэтому нам-то он подходит абсолютно нормально, а в плане софта
То есть это, наверное, можно запустить, чтобы оно заработало, но это, наверное, надо куча времени. То есть проще взять какой-то другой модуль, который уже вот там с коробки, грубо говоря, заведется, заработает. Но это до начала проектирования вы Ну, это на стадии там или RFX, или вот после RFX, вот когда блок-диаграмма, вот это все обсуждается, да. Хорошо. Вот. Ну и потом в дальнейшем, наверное, такая работа разветвляется. И снова там, когда вот тестирование, то мы снова там более-менее совместно работаем. Хорошо. Что бы ты пожелал участникам твоей команды, чтобы помогло улучшить взаимодействие? Вот со стороны PCB-дизайнера. Вот тебе дали слово, Саша, ну скажи все, что ты хотел сказать. Что можешь сказать ребятам? Я не был готов к такому вопросу. Подумай. Ну, что я могу сказать? Больше терпения. Ну, наверное, нужно больше говорить, если есть какие-то там вопросы, нужно не стесняться там их задавать. Потому что я придерживаюсь абсолютного мнения, что нет идеальных людей, все там делают кучу ошибок, и это абсолютно нормально. И чем больше ты задаешь вопросов, тем там тебе понятнее становится твоя работа дальнейшая. Поэтому вот. Ну, терпение, что можно сказать. Отлично. Нет, хорошее пожелание, все правильно. Слушать, задавать вопросы и быть терпеливым. Спасибо, Саш. Первую часть мы закончили до 5. Yes. Сейчас пойдем в святая святых и интересное место — лабораторию. Да. Ура! Итак, мы с Сашей незаметно и плавно переместились просто в святая святых Софтека. Это лаборатория хардварная, как ее называют неведомые люди, а знающие люди называют ее просто монтажка. И Саша, как инженер-схемотехник, проводит здесь определенный кусочек времени. Тут куча всего интересного, поэтому слово передам Саше. Вот он вам все расскажет, для чего все эти девайсы. Саш, давай. Да, ну тут самый главный, наверное, девайс. Вот, это мультиметр. Он для чего нам нужен? Он измеряет кучу параметров, такие как, там, не знаю, сопротивление, напряжение, силу тока. Много чего он может измерять. То есть вы его подключаете к плате. Вот есть какая-то плата. Ну вот мы берем вот так щупами, тыкаем в разные места и смотрим циферки здесь на экране. Вот, и понимаем, что все работает хорошо или ничего нет. не работает. Два варианта. Тут либо работает, либо нет. То есть вот это вот прям классная вещь. Она почти у каждого есть. Вот, и ей пользуются постоянно схемотехники. Отлично. Вот. Что дальше есть осциллограф. Это более продвинутый девайс. То есть если мы там хотим посмотреть форму сигнала, то есть там как он выглядит вот в развертке к времени, вот, то мы подключаем осциллограф. У него тоже есть щупы. Ну, здесь нет, но вообще есть, которые тоже тыкаются в плату, и на экране рисуется вот, собственно, напряжение. Сигнал. Ну, то, что измеряют, то и разные сигналы, как он идет, как подача идет. То есть как он меняется во времени. То есть вот эта картинка, то есть она, это график изменения какого-то там сигнала от времени. То есть если это вот там синусоида, может быть, там еще что-нибудь. Вот. Мы это видим и понимаем, там все хорошо работает, тоже там какие-то есть там несостыковки, надо что-то подкрутить. Вот. Если надо что-то подкрутить, то для этого чаще всего нужна паяльная станция, собственно. Ура, наконец-то, паяльник. Для чего? Да. Паяльник, ну для чего? Для того, чтобы что-то отпаять или припаять. Вот, собственно, паяльника есть жало, они бывают разные, вот, разного вида, в зависимости от того, что нам нужно сделать. Мы меняем жало, настраиваем температуру на паяльной станции. А вот эти штучки для чего? Это чистить жало. Да, просто так берется и так чистится жало. Вот. И, собственно, выпаиваем что-то. Вот. Если это микросхема, там куча ножек и еще что-нибудь такое, то паяльные станции сложно выпаивать. Используется паяльный фен. Вот этот паяльный фен. То есть он дует теплым воздухом? Ну, горячим воздухом, да. То есть настраивается температура и поток воздуха. И, собственно, тоже мы нагреваем вот этот элемент, который нам нужен. И потом... Достаете? Да. Вот. А вот эти вот, это что, вот эти кругляшки эти? Это для что-то пилить, вот для дримера. Как болгарка, только маленькая.
то есть вы отпиливаете периодически что-нибудь? Ну, бывает, если там какой-то макет нужно сделать, что-нибудь на коленке собрать, выпаять. Вот. Хорошо, отлично. Микроскоп. Микроскоп, ну, если какие-то совсем мелкие компоненты, которые не видны глазом, хорошо. Нам нужно там куда-то подлезть, там припаяться, как Артем у нас любит делать, какую-нибудь пину в микросхемы, такой очень маленький тоненький проводочек нужно припаять, то вот включаем микроскоп, под микроскопом мы засовываем плату, и, собственно, смотрим, там что-то с ней делаем тоже, проверяем. Ну и еще часто нужен микроскоп, чтобы посмотреть, что пайка вся хорошо сделана вот от производителя. То есть приходит плата, она почему-то не работает, вроде все стоит правильно, рассчитано правильно, сделано правильно, но она не работает. И тогда вот надо будет вот под микроскопом смотреть каждый миллиметр платы. Ну, находятся иногда проблемы, там пайка какая-то, где-то что-то закоротило, там еще что-то. Ну вот, поэтому микроскоп тоже важная штука, которая есть в лаборатории. Да. Вот этот баллончик, это что? Ну, этот баллончик нужен для того, чтобы отмывать флюс. То есть на плате... Что такое флюс? Флюс — это вот такая штука, она нужна для того, чтобы растворять вот оксидную пленку, вот всякие такие штуки. И перед тем, как припаивать что-то, наносится как флюс. очиститель такой, ну, да. обезжириватель, условно, таких простых. Окей, да, назовем Ну, короче, так. очиститель, да. Да, вот наносится флюс, припаивается, и потом вот этот флюс, он такой, как застывший жир, получается. Вот. Мы используем вообще-то флюс неактивный, его, по идее, можно и не отмывать, но это там эстетически выглядит не очень красиво, поэтому вот, да, мы используем такой мягкий универсальный очиститель. То есть он наносится, там, стирается, и тогда плата выглядит идеально. Получше, да. Просто плата красотка становится. Да. Хорошо. Еще куча тут всяких плоскогубцев, зажимов, тиски, клей. Отвертки, там все Это подряд. все периодически вам тоже нужно. Ну, бывает, конечно. Но основные инструменты мы... Вот самое основное это вот мультиметр. Да. Все. Не расстаемся Я его никогда. цешкой называю. Да. А почему цешка? Ну это с университета пошло тоже. То есть цешка в Советском Союзе был такой прибор C4313, по-моему. Вот. Это, ну, тоже мультиметр, но он такой механический, такой стрелочный прибор. Вот. И он, собственно, его называют цешка все. Отлично, мы выучили новое слово. Скажи, пожалуйста, по поводу времени, как долго? То есть вы, получается, работаете и за компьютером, и в таких полевых условиях руками. Да. В процентном соотношении больше за компьютером или больше в лаборатории? Больше за компьютером. Наверное, 80/20 пускай будет такое. Хорошо, отличное соотношение, классика учебников. Хорошо. Ну, наверное, все по лаборатории у нас, да? Думаю, да. Отлично. Продолжаем. Привет, Денис. Привет, Света. Я рада, что ты посетил нашу прекрасную студию Softec TV. И мы сегодня затронем такое основу основ работы Softec. Мы копнем вообще в Embedded департамент, в работу схемотехников. Дальше будут у нас PCB-дизайнеры. Итак, Денис, ты у нас схемотехник. Верно. Что должно быть в ТЗ, чтобы вы сказали: окей, у меня все есть, я приступаю к разработке этой принципиальной схемы? В идеальном случае ТЗ должно быть достаточно подробным, да, потому что, мы понимаем, на начальном этапе зачастую его очень сложно сделать таким, потому что, много разных неизвестных, и где-то приходится идти на компромиссы какие-то и так далее, то есть, потому что если техническое задание будет не подробным, то в конечном итоге мы можем что-то сделать, что не до конца устраивает заказчика. То есть оно будет там работать, но там не такое количество времени. То есть если, например, на примере ошейника, да, то есть мы говорим, что ошейник работает от батарейки. Да. Заказчик там, например, хотел, чтобы он работал год, но при этом у него там стоит, я не знаю, интерфейс передачи связи LTE, да, то есть он достаточно такой энергоемкий, то есть для передачи данных. И получаем, что мы либо должны туда поставить автомобильный аккумулятор, для примера, да, либо перейти на что-то другое. То есть если такие нюансы какие-то не будут проработаны заранее достаточно подробно, то можем получить кирпич или не то, что хотел заказчик. Отлично, хорошо. Тогда получается, насколько часто приходит клиент, который знает, чего он хочет,
ну вот в процентном соотношении, а насколько часто приходится вам его консультировать? Вот он действительно говорит, хочу ошейник, чтобы он работал 2 года без подзарядки, причем ошейник такого небольшого размера. То есть насколько часто вы именно продумываете вот это все? В моей практике было, наверное, только несколько проектов, когда пришел заказчик и практически тебе сразу все положил, что тебе надо сделать и что он хочет, и на чем он это хочет сделать. Зачастую идет диалог как бы на этапе пресейла или уже более детально, как бы если там разные случаи бывают, да, то есть и идет проработка конкретного изделия уже в процессе общения с заказчиком. Ага, хорошо. То есть вы, узнавая его требования, сами подбираете, сами что-то предлагаете, что мы можем, так? Подавляющее большинство проектов так происходит. То есть в идеале должно быть так, что заказчик приходит и уже озвучивает то, что он хочет. Ну, по крайней мере, он должен это четко понимать и представлять. Хорошо, а если берем какой-то более сложный проект, и вы говорите, ну, мы не знаем, но можем провести, там, условно, какой-то proof of concept или какую-то фазу, Такое часто бывает. Да, то есть какие ваши задачи вот на вот этой фазе, когда вы говорите, окей, мы не можем вам гарантировать, что мы это сделаем так, как вы хотите, но мы можем попробовать. Вот следующая фаза, какие у вас там задачи на этом этапе? Ну, если мы хотим провести какую-то исследовательскую фазу, вот такую, да, то, как правило, мы отметаем большинство требований, которые необходимы там по габаритам, температурам. То есть мы пытаемся проверить конкретную теорию, насколько она работоспособна. То есть нас сейчас мало интересует, как бы это будет ошейник или это будет там компьютер на столе стоять в данном случае, да. То есть нам надо проверить как бы ту теорию, которую как бы работоспособность и конкретную как бы в общем идею заказчика, да, проверить надо, насколько она имеет право на жизнь и ее возможно реализовать. А уже в дальнейшем мы переходим к какой-то более детальной проработке и начинаем, ну, то есть если она подтвердилась, да, заказчика все устроило, как бы, потому что, как правило, такое тестирование, оно разработанное на этапе идеи, да, такой макет, он подвергается тестированию, проводятся какие-то исследования и так далее. То есть, если заказчика все устраивает, мы можем уже идти в более детальную проработку, чтобы выводить как-то на серию, если надо, и так далее. Хорошо. Допустим, вы сделали proof of concept, сделали плату совместными усилиями всей команды. Окей, она работает, мы идем дальше разрабатывать. И вот вы уже садитесь более детально, ну, то есть какой-то там делать хороший такой макет. Вообще, что делать схема? Вот есть плата, на ней есть куча компонентов. Большинство людей видели, но мы еще потом покажем. Что вы делаете в лаборатории, расскажите. В лабораториях, как правило, мы отлаживаем наши изделия. То есть, скажем так, после того, как произведена плата, она представляет, ну, из себя такой толстый кусочек текстолита, да, на котором разведены какие-то дорожки, проводники и так далее. Плата идет в монтаж, то есть на нее монтируются, появятся все компоненты. Кто это делает? Монтирует? Это специальное производство, то есть там большие станки стоят, то есть не где вы, идет робот, монтирует эти компоненты. Да, нет, это можно делать вручную. Я имею в виду, когда вы делаете вот первую, вторую, вот про какие-то прототипчики, вы же сами их собираете? Нет, или вы тоже отдаете на производство? Как правило, мы отдаем все на производство, в монтаж, потому что это трудоемко достаточно. То есть, ну, это неоправданно, если это могут кто-то сделать быстро и дешево, то почему нет? Окей, хорошо. То есть и вот пришла эта платка, и вы Да, ее... пришла эта плата. Первое, к кому она попадает к нам, потому что мы ее первый раз запускаем. Мы ее начинаем тестировать, смотреть, как работают конкретно отдельные узлы ее, и потом она уже идет в отдел разработки софтварного обеспечения. То есть вы в лаборатории ее тестируете? Да. А каким образом происходит тестирование? То есть физически вы подключаете какие-то приборы, как вы это Мы делаете? подключаем провода, да, то есть для того, чтобы там подать питание на отдельный узел или на всю плату. Мы берем там мультиметр, осциллограф, да, если необходимо, и смотрим конкретные там в каком-то случае напряжение, клоки и так далее, чтобы все работало. Ну, на первом этапе таком грубом, потому что, как бы понятно, зачастую там требуется какое-то программное обеспечение на процессоры, контроллеры, то есть без которого там полный функционал недоступен, да, но как бы мы должны обеспечить, чтобы там тот же процессор заработал сразу, да, то есть как бы вот это мы проверяем.
на первом этапе. Вот. Зачастую, как бы, если... Там, как бы, почему мы сидим с паяльником часто? Да, потому что почему вы сидите с паяльником? если что-то не работает, то все идут к нам. Сразу все идут к нам. То есть, как бы, неважно, кто мог накосячить, кто водолаз в конкретном случае, да, то есть, ну, как это такое жаргонное, профессиональное, да. То есть, разработка схемы, разработка PCB, косяк в монтаже, то есть, что часто встречается, или там недоработка программного обеспечения, да, то есть, что-то некорректно работает, первое, кому идут, все равно идут к нам. А вы с паяльником встречаете людей. Что можно исправить с паяльником? Вот пришли к вам люди, паяльник, он что исправит конкретно? На самом деле ты сначала анализируешь как бы конкретную проблему, чтобы понимать, да, а потом ты можешь пойти там снять необходимый компонент, да, если надо, там, если, например, там, я не знаю, обнаружили дефект платы, да, ты можешь отрезать какую-то конкретную дорожку или проводник на плате и сделать это в виде проводка сверху на плате. То есть в каком-то изделии вот для проверки, там, как бы, подтверждения или проверки, да, того, как бы, в этом ли проблема была, да, ты можешь это сделать на плате. То есть иногда целые микросхемы появятся на проводах, на платы сверху. Это, такое тоже бывает. Скажи, пожалуйста, и вот теперь какая-то разница между работой инженера-схемотехника и PCB-дизайнера. Вы отрисовали чертеж, это все на компьютере. Причем, что вы схему платы. Схему, да. Вы, причем, еще подбираете сами компоненты. Да. Но и передаете эту схему PCB-дизайнеру. Да. Что он делает? Он реализует эту схему в конкретной плате. То есть мы нарисовали лишь, например, у нас есть плата, есть компоненты. На схеме отображено, как компоненты взаимодействуют между собой. Да. Но вот это взаимодействие реализуется в плате. То есть вы не рисуете, на каком месте что стоит, вы просто рисуете всю совокупность? Да, то есть PCB-дизайнер расставляет это на плате, исходя из каких-то своего законов, опыта, знаний, да, там, предположений и так далее. То есть PCB-дизайнер — это такая очень творческая работа в конкретном случае, потому что там нет правил, практически нет учебников, есть зачастую просто рекомендации. То есть, например, у тебя 10 микросхем, каждый производитель дает на свою микросхему просто рекомендации, как это сделать, как это реализовать, там какие-то требования, но при этом как вот 10 микросхем будут стоять на плате, в каком порядке, в каком углу и как они будут взаимодействовать между собой, это уже делает PCB-дизайн. А у вас есть какое-то компьютерное моделирование? Вот вы нарисовали схему и какую-то автоматическую проверку просто, типа, что-то проверить. Есть такое, нет? Да, такое есть, конечно, но там очень много разных типов такого моделирования бывает, да, и они каждый направлен на свой. Конечно же, схема проходит некую валидацию с помощью SAPR, который мы делаем, но он достаточно простой, то есть там, как бы, что связи там имеют два источника, ну, точнее, такие бы, банальные, источник, потребитель, да, то есть они достаточно простые, это такая. Есть, конечно, моделирование более сложное, но они специфические, то есть это называют, например, Signal Integrity, Power Integrity, то есть Signal Integrity — это условно там высокоскоростные, да, какие-то приборы, которые там большая скорость передачи данных идет, то есть и идет проверка, как бы это скорее уже непосредственно PCB-платы, да, чтобы там не было задержек, все работало, как бы такие моделирования имеются. Power Integrity — это когда потребители большой мощности, то есть как бы ты должен понимать, что физику не обманешь, да, и там через там как бы проводочек маленький, ты не можешь как бы не можешь там запитать, да, этим проводочком автомобиль условно, да, то есть поэтому ты должен понимать, что если ты там ставишь аккумулятор, то провод должен быть толщиной с палец условно, да, там. Точно так же и на плате ты должен как бы на соответствующие потребители закладывать соответствующую там ширину или толщину дорожек и так далее, то есть это тоже моделируется, то есть чтобы исключить какие-то места перегрева платы, да, там, выгорания и так далее. Потому что, ну, если это не соответствует, то какие-то отдельные участки могут греться сильно. Ну, это основное. Ну, плюс, понятно, да, вот есть термомоделирование тоже присутствует. То есть чтобы хотя бы теоретически понимать, там,
какой надо поставить радиатор на тот же процессор, да, чтобы отвести его. Ну, это, как правило, уже тестируется конечное изделие в том корпусе, которым оно должно быть, чтобы, ну, то есть важна внешняя окружающая среда, где будет работать. Ну, то есть реальные условия, да, получается. реальные условия, по сути. Хорошо. А что касательно вот размера, да, то есть есть некий девайс, нужно в него вписать вот эту плату. Это вы подбираете? То есть, ну, сам размер платы у вас как-то ограничен, да? Вы изначально это знаете? Ну, это прорабатывается тоже с заказчиком, чтобы понимать, где будет стоять, какие у него требования к размеру и как бы что оно должно делать. Вот сейчас хочу спросить про взаимоотношения между вот схемотехником, PCB-дизайнером и дальше вот уже... Больная тема вообще. Да, и дальше уже ребятами, которые разрабатывают программное обеспечение. Условно, ты знаешь компоненты, подбираешь все, следишь, получил ТЗ, отрисовал схему, которая соответствует ТЗ. Передал это PCB-дизайнеру, а он такой: ой, не-не-не, что ты тут нарисовал, я это не расставил. Ну, то есть, есть какие-то у вас такие вот терочки? Терки, конечно, есть, да, но с PCB-дизайнерами мы всегда работаем очень плотно. То есть, грубо говоря, мы одна команда, да, то есть мы сидим в одном кабинете, мы всегда как бы очень активно работаем, потому что как бы мы работаем, по сути, в одном сапре, да, и нарисовать схему — это не только ты делаешь, да, то есть, например, как бы в сапре существуют библиотеки компонентов, то есть и как бы каждый эту библиотеку может делать под себя и как ему удобно, то есть есть там свои негласные правила, и, как правило, по крайней мере, в моей практике и в софтеке в частности, да, за библиотеку отвечают PCB-дизайнеры. Например, каждый конкретный компонент в сапре состоит из символа на схеме, то есть то, как он изображается у тебя на схеме, и то, как он выглядит на PCB, что требуется в живом изделии для того, чтобы этот конкретный компонент как бы был установлен. Все это делает PCB-дизайнер. То есть он рисует этот символ, он рисует это посадочное место на плату, да, и он, по сути, за него отвечает. То есть даже ошибка вот в минимальном в посадочном месте, да, условно, какая-то может привести к тому, что изделие будет нерабочее. То есть как бы поэтому зачастую все проходит валидацию, то есть мы друг друга проверяем где-то, и с PCB-дизайнерами мы работаем очень плотно, по сути, с самого начала проекта. Как бы команда софтварного обеспечения — это уже немножко другое, и вот с ними у нас взаимодействие поменьше. Ну, то есть, окей, с PCB сделали, все работает, передаете ребятам, чтобы заливали туда программное обеспечение. А они могут как-то вам сказать так: не, вы тут нам тут сварили вот это вот. Ну, то есть, или они просто, или все окей, гладко. С какими вопросами они могут прийти? Почему вот они могут к вам вернуться с вопросом? Ну, как правило, да, они приходят, например, вот, у меня не работает, не могу сделать, не могу достучаться, там, не знаю. То есть они описывают проблему, мы пытаемся ее решить. Но, как правило, естественно, как бы хороший дизайн, хорошая работа в команде, это должно как бы вычищаться сразу, поэтому, по сути, даже как бы и команда как бы софтварного обеспечения, она тоже включается сразу в проект, она должна понимать, что в конечном итоге от нее требуется, да, естественно, как бы на этапе проработки архитектуры мы их как бы подключаем, да, то есть чтобы они посмотрели, да, сразу, дали свою оценку, да, то есть на этапе разработки схематики, как правило, ты стараешься задать вопросы, что им требуется для работы, что им может понадобиться там, для отладки или еще каких-то их задач, да. Поэтому мы стараемся как бы работать плотно со всеми, чтобы ни у кого не возникало вопросов в последующем. Ну, это круто, это в том числе и риски снижает. А когда ты можешь, наоборот, сказать себе: все, я молодец, я вот доволен, вот в плане работы, когда можешь себя похвалить? Приехала плата, и она стартанула с первого раза, и все заработало. Ура, круто! И последний мой вопрос будет, вот ты как раз упомянул коммуникацию. Представь, что с тебя сейчас смотрит вся команда, ну, какого-то такого условно стандартного, такого хорошего размера проекта. Вот ты со стороны схемотехника, что бы сказал своим коллегам, чтобы помочь вам лучше работать вместе? Наверное, более прислушиваться к друг другу и слушать, соответственно. Прекрасно. Слушай и слышь. Отлично. Спасибо, Денис. Мы идеально вписались во время.
И очень так хорошо все обрисовали. Так что я тебя уже могу отпустить. У меня есть такой ритуал, дай 5. Спасибо большое.